В мире сегодня трудно представить нашу повседневную жизнь без смартфона. Это стало наше устройство все в одном. Одной из ключевых характеристик, на которую обращают внимание при выборе смартфона, является качество камер. В этом видео 10 лучших камерафонов на данный момент. Поэтому смотри его до конца и выберешь смартфон с лучшей камерой конкретно для себя. Бесспорный лидер с просто невероятным зумом и множеством классных фишек Samsung Galaxy S23 Ultra. Этот смартфон — постоянный спутник всех любителей современных технологий и творческих людей. Отличные кадры, шикарная стабилизация, 200-мегапиксельный основной модуль камеры и стилус, прятающийся в корпус. Однозначно отличный камерафон, из минусов которого не самый удобный дизайн и цена. Ну и о быстрой беспроводной зарядке можно даже не вспоминать. Смартфон обзавелся дисплеем на 6,8 дюймов AMOLED 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор 5000 мАч и 45-ваттная зарядка. Характеристики камер здесь также отличные. Основная 200 мегапикселей с оптической стабилизацией, зум 3x 10 мегапикселей и зум 10x 10 мегапикселей с оптической стабилизацией, сверхширик на 12 мегапикселей, а селфи-камера также 12 мегапикселей. Отличный аппарат, правда, котлету за него придется выложить немалую. Следующим аппаратом можно назвать всеми ожидаемый Apple iPhone 15 Pro Max. Ну тут все понятно, скажете вы. Да, действительно, нельзя разговаривать об камерафонах и не затронуть продукцию техногиганта Apple. Это не только великолепный аппарат по фотовозможностям, но и настоящая игровая консоль. В этой версии смартфона от Apple прекрасно все, не считая цены и скорости зарядки. Даже я, как фанат Android, не могу не отметить, что яблоки в этот раз просто красавчики. Итак, что мы имеем? Дисплей 6,7 OLED 2796 на 1290, 120 Гц HDR10, процессор Apple A17 Pro, аккумулятор 4323 мАч, а наши любимые камеры 48, 12 и 12 мегапикселей. Селфи также 12 мегапикселей. Однозначно отличный камерафон. Наш следующий смартфон буквально удивил всех, кто наблюдает за миром мобильных телефонов. OnePlus 11 5G. Он вобрал в себя все инновации, доступные на момент его выпуска. Самый совершенный чипсет, отличные камеры, оптическая стабилизация, невероятная производительность, отсутствие нагрева, Wi-Fi 7, отличный дисплей. Я бы поставил его на первое место, потому что его действительно стоит рассмотреть. При этом для такого качества съемки железа OnePlus вполне доступны по цене. У него есть свои минусы, нет беспроводной зарядки и водозащиты IP68. Но с этими вещами можно свыкнуться. Также у этого смартфона все в порядке со всеми характеристиками. Дисплей 6,7 дюймов AMOLED E4, 120 Гц, LTPO 3.0, 3216 на 1440 пикселей, Dolby Vision, HDR10+. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор же 5000 мАч и 100-ваттная SuperVOOC зарядка. Камеры 50, 48, 32 мегапикселя, а селфи 16 мегапикселей. Прежде чем мы перейдем к следующему гиганту съемок, подпишись на канал и поставь лайк. Это точно позволит мне делать больше интересных и полезных роликов для тебя. Просто лидер из лидеров в области камер, который заработал первое место среди всех смартфонов современности в области фотографии по версии DxOMark — Huawei P60 Pro. Я не знаю, насколько правдиво это место, но против фактов не попрешь. Главный минус — отсутствие сервисов Google из коробки и нагрев процессора. В остальном шикарный аппарат. Напишите, кстати, в комментариях, доверяете ли вы рейтингу DX. Huawei P60 Pro оснащен следующими характеристиками. Дисплей OLED 6,67 дюймов, 2700 на 1220 пикселей, 444 ppi, 120 Гц. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Аккумулятор же 4815 мАч, быстрая зарядка на 88 Вт. Камеры здесь 48, 13 плюс 48 мегапикселей. Селфи также на 13 мегапикселей. Нельзя не отметить новинку от самого Google. Один из лучших смартфонов в области фотографии и использованием нейросетей для улучшения финального изображения. Google Pixel 8 Pro. Да, и по обновлениям Android этот смартфон обязан быть впереди планеты всей, потому что это его операционную систему используют другие бренды. Но вот быструю зарядку они никак не научатся. Смартфон имеет дисплей 6,7 дюймов, LTPO OLED, QHD+, 120 Гц, процессор Google Tensor G3, аккумулятор 4950 мАч, зарядка 27 Вт, а камеры 50, 64, 48 мегапикселей и селфи на 11
11 мегапикселей. Отличный смартфон, особенно для ценителей всего, что делает для нас Google. Следующий аппарат – любимец блогеров и тех, кто любит красивый интерфейс без подтормаживаний и недочетов. Vivo X90 Pro Plus. Оболочка Phone Touch просто прекрасна. Камера создавалась с поддержкой Zeiss. Все современные возможности и железо. Пожалуй, самый великолепный набор камер в подборке. Явных минусов я не нашел. И посмотрите, что он нам предлагает. Дисплей AMOLED 6,78 дюйма, 1440 на 3200 пикселей, 517 ppi, 120 Гц. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Аккумулятор 4700 мАч, зарядка на 80 Вт. Камеры 50, плюс 50, плюс 64 и плюс 48 мегапикселей. Селфи-камера целых 32 мегапикселя. Просто куча камер и великолепное качество съемки. Xiaomi 12S Ultra аппарат, который однозначно в приоритете покупок с AliExpress, потому что он от всемирно известной и популярной компании Xiaomi. Оболочка от Xiaomi на любителя, но у нее множество фанатов. У самой оболочки, кроме излишнего мусора, много классных фишек, в том числе искусственный интеллект в обработке фотографий. Основная камера, кстати, шикарна. В минусы нанесу нагрев, в плюсы звук от Harman Kardon. Дисплей у китайского гиганта E5 AMOLED 6,73 дюйма, 3200 на 1440, 120 Гц HDR10+. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Аккумулятор 4860 мАч плюс 67 ваттная зарядка. Камеры 50 плюс 48 и плюс 48 мегапикселей. Селфи тоже на 32 мегапикселя. Еще один смартфон от Xiaomi. Поставляется с глобальной прошивкой, которую ставит сам продавец. Xiaomi 13 Pro. Камерафон с большой буквы и камерами от Leica. Есть претензии к оболочке и нагреву. Селфи также не самая сильная сторона этого флагмана. Зато более или менее доступная цена. Тем более, если брать на AliExpress. Ссылки на все смартфоны, кстати, я оставлю в описании. Xiaomi 13 Pro предлагает нам дисплей 6,73 дюйма AMOLED 3200 на 1440, 120 Гц. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Аккумулятор 4820 мАч и 120 ваттная зарядка. Все три камеры по 50 мегапикселей, плюс селфи на 32. Называя китайские камерафоны, нельзя не назвать компанию Oppo. Модель X6 Pro – этакий двоюродный брат OnePlus 11. Даже внешность похожа и сотрудничество с Hasselblad в области фотокамеры. Смартфоны вообще похожи во многом, но Oppo лучше. Это OnePlus 11, но на максималках. Тут и беспроводная зарядка, водозащита IP68, круче селфи-камерой и даже инфракрасный порт. Этот китаец также очень радует качеством своей съемки. Все остальные характеристики тоже не подкачали. Дисплей 6,82 дюйма AMOLED 1440 на 3168 пикселей. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор 5000 мАч плюс 100 ваттная зарядка. Камеры также все 3 по 50 мегапикселей и селфи-камера на 32 мегапикселя. Realme GT3 – эта модель совершенно выдающаяся. Мало того, что у нее шикарные камеры, так она еще имеет невероятные параметры быстрой зарядки и светодиодные уведомления, выведенные на вспышку. Из минусов иногда теряются уведомления от всяких Авито. Дисплей 6,74 дюйма, 144 Гц AMOLED, процессор Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор 4600 мАч и 240 Вт SuperVOOC зарядка. Камеры 50 мегапикселей плюс 8 мегапикселей и 2 мегапикселя. Селфи-камера 16 мегапикселей. Пишите в комментариях, какой из этих камерафонов вам лично больше по душе. Про лайк и подписку не забывайте и смотрите вот это видео, если хотите очень хорошие наушники к своему смартфону за отличную цену.